Представьте ситуацию. Вы всегда готовы прийти на помощь другу, коллеге или даже соседу. Вы одалживаете деньги, подвозите, выполняете просьбы, которые, по сути, не входят в ваши обязанности. Вначале это может вызывать благодарность, но со временем происходит нечто удивительное. Ваша готовность помочь становится ожидаемой нормой. Ты стараешься быть добрым, отзывчивым, но вместо уважения сталкиваешься с пренебрежением. Почему так происходит? Давай разберемся, как работает психология доброты и почему она иногда оборачивается против тебя. Доброта как сигнал. Что видит другой человек? Когда ты проявляешь доброту, ты посылаешь сигнал. Я открыт, я готов помогать. Это замечательное качество, которое делает мир лучше. Но в психологии есть ловушка. Люди часто интерпретируют доброту как слабость. Это не значит, что они злые или неблагодарные, просто так устроен наш мозг. Мы подсознательно оцениваем других по их поведению, и если ты всегда соглашаешься, всегда уступаешь, всегда идешь навстречу, это может быть воспринято как отсутствие границ. А отсутствие границ, в свою очередь, воспринимается как низкий статус или уязвимость. Представь ситуацию. В офисе коллега постоянно просит тебя подменить его на встрече, потому что у него личные дела. Ты соглашаешься, потому что не хочешь конфликта. Но со временем он начинает воспринимать твою помощь как должное. Почему? Потому что ты не обозначил границу. В его глазах ты стал человеком, который всегда согласится. Это психологический феномен, связанный с восприятием силы и слабости. Люди уважают тех, кто умеет говорить «нет», потому что это демонстрирует уверенность и самоуважение. Эффект привыкания. Доброта становится невидимой. Есть еще одна причина, почему доброта приводит к неуважению. Это привыкание. Психологи называют это гедонистической адаптацией. Люди быстро привыкают к хорошему и перестают его ценить. Если ты постоянно помогаешь, уступаешь или делаешь больше, чем от тебя ждут, это становится нормой. Твои усилия перестают замечать, потому что они уже не воспринимаются как что-то особенное. Вспомни, как это работает в быту. Допустим, ты всегда готовишь ужин для семьи. Сначала все благодарят, хвалят, радуются. Но через месяц-два это становится обыденностью. Никто не говорит спасибо. А если ты однажды не успеваешь приготовить, то слышишь упреки. Почему? Потому что твоя доброта стала фоном, частью ожиданий. Люди перестают видеть ценность того, что ты делаешь, если это происходит постоянно. Парадокс щедрости. Почему больше не значит лучше? Есть еще один психологический механизм, который играет против доброты. Это парадокс щедрости. Когда ты отдаешь слишком много, люди начинают подозревать, что у тебя есть скрытые мотивы. Это связано с эволюционной психологией. В древние времена, если кто-то был слишком щедр, это могло означать, что он пытается купить расположение или что-то скрывает. Сегодня этот механизм работает так же. Например, ты всегда покупаешь кофе для коллег, хотя они никогда не предлагают сделать это в ответ. Вместо того, чтобы ценить твою щедрость, кто-то может начать думать, зачем он это делает? Хочет казаться лучше или ему что-то нужно? В итоге твоя доброта вызывает не благодарность, а подозрение или даже раздражение. Как доброта разрушает границы? Одна из главных причин, почему доброта приводит к неуважению, это отсутствие личных границ. Когда ты всегда говоришь «да», ты даешь другим людям контроль над своим временем, энергией и ресурсами. Это создает динамику, в которой тебя перестают воспринимать как равного. Психологи называют это асимметрией власти. Если ты всегда уступаешь, другой человек чувствует себя выше тебя. Пример из жизни. Подруга постоянно звонит тебе поздно вечером, чтобы пожаловаться на работу, на семью, на жизнь. Ты слушаешь, поддерживаешь, тратишь часы на эти разговоры. Но со временем она начинает звонить все чаще, игнорируя твои намеки, что тебе неудобно или ты занята. Почему? Потому что ты не установила границы. Ты позволила ей считать, что твое время всегда доступно. Если бы ты мягко, но четко обозначила, что можешь говорить только в определенное время, она бы уважала твое пространство. Культура и ожидания.
Доброта как долг. В некоторых культурах доброта воспринимается как нечто само собой разумеющееся, особенно в коллективистских обществах, где ценится взаимопомощь. Но это создает ловушку. Если ты всегда добр, люди начинают видеть это как твою обязанность, а не как выбор. В итоге, вместо того, чтобы ценить твою доброту, они начинают ожидать ее, а любое отклонение от этого вызывает обиду или критику. Представь, что ты всегда помогаешь соседям. То с ребенком посидеть, то вещи помочь донести. Но стоит тебе один раз отказать, и ты слышишь: «Ты же всегда помогала, что с тобой не так?» Это происходит потому, что твоя доброта стала частью их картины мира. Они уже не видят в ней твой выбор, а воспринимают как долг. Психология эгоизма. Почему люди пользуются добротой? Не все люди эгоисты, но психология эгоизма играет свою роль. Люди склонны действовать в своих интересах, и если ты даешь им возможность брать больше, чем давать, многие будут это использовать. Это не обязательно злонамеренно, просто человеческая природа. Если ты всегда доступен, всегда готов помочь, люди начинают воспринимать тебя как ресурс, а не как человека с собственными потребностями. Пример. В компании ты берешь на себя лишние задачи, чтобы помочь команде. Но вместо того, чтобы оценить твой вклад, начальник начинает нагружать тебя еще больше, потому что ты и так справляешься. Твоя доброта становится инструментом, который используют, не задумываясь о твоих чувствах. Как изменить динамику? Психология уважения. Теперь, когда мы разобрались, почему доброта может приводить к неуважению, возникает вопрос, как быть добрым, но не терять уважение. Вот несколько психологических приемов, которые помогут. Устанавливай границы. Доброта — это твой выбор, а не обязанность. Учись говорить «нет» или предлагать альтернативу. Например, вместо того, чтобы всегда подменять коллегу, скажи: «Сегодня не могу, но давай договоримся на другой день». Это показывает, что ты ценишь свое время. Не делай больше, чем нужно. Психологи советуют: не решай за других их проблемы. Если ты всегда берешь на себя чужие задачи, люди перестают учиться справляться самостоятельно. Помогай, но оставляй пространство для их ответственности. Проси о взаимности. Доброта — это обмен, а не одностороннее движение. Если ты помог другу, попроси его о небольшой услуге в ответ. Это создает баланс и учит других ценить твой вклад. Будь уверен в себе. Уважение начинается с самоуважения. Если ты говоришь спокойно, но твердо, люди начинают видеть в тебе силу. Например, вместо извинений за отказ скажи: «Я сейчас занята, но давай обсудим, как можно решить это по-другому». Примеры из жизни. Как это работает? В семье. Ты всегда забираешь младшего брата из школы, даже если это неудобно. Однажды ты отказываешься, и он обижается. Но если ты заранее объяснишь, что иногда тебе нужна помощь, и предложишь ему иногда добираться самому, он начнет уважать твое время. На работе. Ты всегда остаешься допоздна, чтобы закончить проект. Коллеги привыкают и перестают торопиться сами. Но если ты однажды скажешь: «Я сделал свою часть, остальное на вас», это напомнит им, что ты не обязан работать за всех. В дружбе. Ты всегда выслушиваешь подругу, но она никогда не спрашивает, как дела у тебя. Попробуй мягко сказать: «Мне важно, чтобы мы говорили и о моих делах». Это либо сбалансирует отношения, либо покажет, кто она на самом деле. Доброта — это прекрасно, но она не должна быть безусловной. Психология показывает, что люди уважают тех, кто уважает себя. Если ты хочешь, чтобы твоя доброта приносила радость, а не неуважение, учись ставить границы, просить о взаимности и помнить, что твои потребности тоже важны.